Всем привет! Рассмотрим три команды на второго босса схватки в осаде. Первая команда это команда неустрашимости. Будем бить 4 ДД и в одного саппорта. У кого нет Ацилии, в принципе, можно заменить на Роуз. Тайминги мы ставить не будем. Просто максимальный просвет, рога оленя и точность. Но больше просвета, потому что она у нас будет как единственный хил в команде. То есть не подхил какой-то, а именно хил полноценный. В моей команде я использую такие тайминги. По какой-то причине там все равно чуть-чуть подсъезжает. И первоначально у меня стоял Таривол на 10 секунде, но я его подсдвинул чуть-чуть на 11. И от этого урон, в принципе, вырос. Ацилия без таймингов, тут смысла нету вообще ей что-то ставить, потому что босс очень сильно заливается, и мы тут, в принципе, подобрать ничего не можем. Поэтому как-то так. И макака у нас будет сети кукольника, поэтому просто ограничиваем его в 15 секунд. Все. Так, в принципе, ничего такого. Также почему здесь вместе, потому что даже ставил 12 и 1, и почему-то все равно все съезжало. Поэтому убрал у всех ускорение в рунах и сделал вот так. И выходит по урону лучше. Вообще, вкратце, суть какая. Ацилия у нас максимально просвещенность. Шмотку тоже ей на увеличение просвета поставил. И, соответственно, из-за этого она очень-очень-очень сильно хилит. Настя в урон полностью. Если вдруг умирать будет, то здесь берем талант на подхил. Мне он тут не понадобился. Также Женевьева тоже полностью в урон. Кстати, вот этот талант я, наверное, сейчас тоже заменю, потому что, в принципе, стоит она и так неплохо. Все, пусть будет так. И Таривол. Таривол просто максимум шанса крита. Здесь взял подхил, просто чтобы он хилился, потому что урона от него особо нету. Вот. Поэтому точность и шанс крита. Также в рунах старался ловить скорость атаки. Ну, особо не получилось много, но сколько смог. И самый-самый главный момент это небесный аскет. Он у нас получается в кукольнике на всякий случай. Вот эту шмотку поставил на бессмертие, потому что, ну, мало ли чего произойдет. Обязательно талант на отхил. Тоже талант на скорость атаки. Ну, этот можно не качать, в принципе. Если у вас проблемы с камнями, то можете не брать. Тут все в защиту. В допах поймал скорость атаки тоже. И в шмотках тоже все максимально именно в защиту. Все, больше от него не требуется. Он у нас танчит и, в принципе, неплохо выживает. Когда запустим бой, у нас получается вот так вот все будет. Получается, босс агрится на макаку, все, он стоит там, уроны принимает, очень-очень быстро заливается. Команда стоит без проблем. Сейчас вы в этом, в принципе, убедитесь. Тут одной цели хватает просто, ну, с головой. Они, да, по хпшке проседают, но очень-очень быстро отхиливаются. И босс их просто не убивает. Тут плюс в том, что в отличие от других там боссов всяких, да, когда цикл проходит, босс от этого не усиливается. То есть, как он был в начале, такой он и есть весь бой. Поэтому урон у него от времени не увеличивается, поэтому вот так вот, в принципе, и стоим весь бой до конца. Следующая команда, это у нас команда Ледяного Взрыва. Суть какая? Вспоминаем прошлого босса, берем ту же команду абсолютно, вообще ничего мы тут не меняем. Единственный момент, это если у вас не стоял талант вот этот, то его нужно будет все-таки взять, потому что ну, тут как-то слишком тяжело, и без подхила она не стоит. Поэтому вот этот талантик мы берем, потому что на прошлом боссе у меня здесь стоял другой талант. Здесь просто ставим подхил, и все, ничего в пачке вообще не меняется, все. Те же абсолютно тайминги, все как и было. Все тот же сундук, расстановка, в принципе, просто белку вперед, сзади сова, остальных, ну, как хотите, там вообще значения не имеет. Единственное, что на передней линии просто должна стоять билдель. Все, остальное все вообще прежнее. Также сова у нас в допы хорошая, шина в этом же сете. Коды на всякий случай скину в описании, но, в принципе, так как
Первого босса вы били, соответственно, у нас команда осталась. Поэтому на данную команду мы времени тратить не будем. Вот так вот проходит бой. Старт, конечно, жесткий, но потом мы его переживаем. И все, белка начинает отхиливаться. Виньяра, соответственно, кидает щиток. И все. И так вот бой идет. Но без подхила тут вообще очень-очень больно. Потому что вначале нам очень сильно прилетает. И белка чуть ли не сдыхает, но Виньяра успевает повесить щит. За счет этого мы, в принципе, и выживаем. Вот. Так что талантик по-любому придется брать. И последняя, третья команда, это команда разъедания. Тут, в принципе, примерно суть, как и с неустрашимыми. У нас стоит герой полностью в защите. Тут пришлось еще точности дать. Но, тем не менее, у нас здесь присутствует и усиление защиты, и чистка, и штраф к атаке. Поэтому прилетает не настолько больно. Поэтому кое-как, в принципе, выживаем. Стоим нормально. Вот такой вот Джорн, сундук для выживаемости. И получается, ракушка у меня будет стоять здесь на рейте. Вот у меня рейта с ракушкой. Также точность, шанс крита, крит урон. И вот этот сет. Кстати, шмотку вот эту можно будет убрать. Что-то я не стал пока этого делать. Ладно, сейчас разберемся. Шмык, полностью урон. И Сакридея в сете кукольника. Тут, в принципе, что мы сделаем? Просто по поводу тайминга вставим просто откат 15 у нее. Все. Больше мы не делаем вообще ничего. Никакие тайминги. Никому тут ничего не делаем. Пусть каждый лупит, когда ему вздумается, потому что я разные уже перепробовал, и в итоге пришел к тому, что лучше вообще вот этот хаос, чем какие-то выставления, потому что пытаешься что-то подобрать, а в итоге выходит только хуже. Вот поэтому вот так вот все у нас будет. Ну и, соответственно, вот такой вот рук. Расстановка вот такая. На передней линии получается Джорн напротив босса. И рядом уже Шмыгли. Почему нормальные тайминги не получится сделать? Потому что Шмыгли будет здесь, как у нас, в принципе, случай был тогда, когда мы босса Сигрид били. Тоже у нас, получается, Джорн здесь, а Шмыгли бегает где-то вот здесь. И, соответственно, Джорн его не заливает. Получается, Джорн у нас заливает Чисторука, Рейту, ну и Сакридею. Поэтому у нас вариант либо делать откат 17 секунд. 17, потому что у нас плюс 30 к ускорению. Вот поэтому вот так. Но тогда мы на Сакре будем реже кидать кукольника. Соответственно, рук меньше зальется. И, соответственно, Рейта тоже будет реже ультовать. Поэтому все-таки придется делать откат 15 секунд только у нее. Все, больше никому ничего. В принципе, ничего такого сложного, просто главное, чтобы у нас жил Джорн. То есть максимум выживаемости. Ну и, соответственно, Рейту тоже нормально нужно одеть, чтобы она нормально с ульты дамажила и нормальный урон наносила. Сюда можно поставить, в принципе, перчатку какую-нибудь атакующую, какая у вас есть, там на крит урон с хорошими допами на шанс крита. Все. На этом, в принципе, будем заканчивать. Результат я выложу, в принципе, здесь, в скриншотах. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.